В рамках проекта «Независимость» мы поговорим сегодня с вами о преградах в выздоровлении наркомании и алкоголизма. Проблема наркомании и алкоголизма – это проблема не просто одного человека, это болезнь семейная, потому что употребляет один человек, а от этого страдают все. Поэтому и выздоровление должно, конечно же, начинаться с семьи. Многие семьи, они отрицают тот факт, что наркомания и алкоголизм коснулась лично их. Они говорят, что это проблема самого зависимого человека, а у них нет проблем. Многим родителям нужно хотя бы на каком-то этапе получить знания и информацию о самой химической зависимости. Возможно, вы задавались вопросом, почему он не хочет выздоравливать, не может бросить пить, почему он не может бросить употреблять наркотики, что является преградой. Именно на эту тему о преградах выздоровления мы сегодня и поговорим. Первой преградой и самой такой мощной и серьезной преградой в выздоровлении является система иллюзий, которая именно и порождена химической зависимостью. Существуют ли параллельные миры? Конечно же существуют. Каждый из нас живет в своем мире. У зависимого человека есть свой мир, который он защищает, который он оберегает, в котором ему комфортно. И всякий, кто пытается посягнуть на этот мир и вытолкнуть его из употребления, он становится его врагом. Но как сделать и как поступить, чтобы зависимый человек сам добровольно начал выходить из этого мира, в мир трезвый, в реальный мир? До тех пор, пока зависимый человек не выйдет из мира иллюзий и не познакомится с реальностью, процесс выздоровления не начнется. Сам зависимый не понимает, что с ним происходит. А что мы можем сказать вообще об окружении, о семье, о близких? Нужно и семье понять и осознать тот факт, что наркомания и алкоголизм – это болезнь. И любая болезнь, она имеет фазы, она имеет стадии, она имеет причины, ее можно диагностировать и ее можно, конечно же, лечить. Сама система иллюзий не является причиной, она является следствием определенных процессов, которые происходят внутри химически зависимого человека. Первое – это затемнение сознания. Второе – подавление и вытеснение неприятных воспоминаний. И третье – это эйфорические воспоминания. Затемнение сознания – это когда в реальной жизни человек не помнит, что происходило с ним вчера. Это когда путаются дни, путаются даты, путаются действия, обстоятельства. И плавно это перерастает в вытеснение неприятных воспоминаний. Это второй процесс, психологический процесс, который происходит у зависимого человека. Другими словами, человек отрицает все негативные обстоятельства, негативные ситуации, которые возникли у него в процессе употребления. Он вчера перепил, он вчера подрался, он вчера был в стельку, пьян и вообще не мог управлять собой, опозорился. То есть, когда говорят эту информацию зависимому человеку, он не хочет ее принимать. Он говорит, что это ложь, что это наклеп, что это клевета, потому что ему трудно принять эту реальность в свою жизнь. Третий компонент, который, на мой взгляд, является самым вредоносным, это эйфорические воспоминания. Что же такое эйфорические воспоминания? Это процесс фокусирования на преувеличенно хороших моментах употребления при одновременной блокировке негативных ситуаций, негативных моментов употребления. Не только сама болезнь, она провоцирует систему иллюзий, но также и близкое окружение, родители, семья, они могут вызывать и способствовать
поддержанию этой системы иллюзий. Это происходит, когда близкие занимают одну из ролей, которые не способствуют выздоровлению. Защитник, контролер, обвинитель, одиночка и попуститель. В самих названиях ролей заложена модель поведения близких зависимого человека. Есть еще одна роль, часто не сыгранная. Это роль интервента. Успешное вживание в роль интервента начинается с понимания природы химической зависимости, а также члены семьи должны осознавать собственную созависимость. Суть интервенции заключается в том, чтобы показать реальную действительность человеку, утратившему с ней связь, доступным для его восприятия способом. Цель интервенции является разрушить защитные психологические барьеры, чтобы реальность, пробившись сквозь них, могла сиять достаточно долго, чтобы человек успел примириться с ней. Я хочу также напомнить вам, друзья, что не все люди наркоманы, но все наркоманы люди. Имейте правильное отношение к болезни, к зависимому человеку, действуйте правильно, и у вас все получится. До новых встреч!